Мы, наверное, как и большинство транспортных компаний, особенно маленьких, завязаны на кредитах и лизингах. Работаем с надеждой и верой в лучшее будущее. И, наверное, единственный для нас сейчас вариант расти и развиваться, а это просто необходимо делать, это работа с Volvo Finance Service. Банки с нами еще не хотят разговаривать на эту тему, потому что мы слишком маленькие, молодые, ненадежные, балансируем на грани срыва, играем на грани фола, так сказать, и ждем, когда же все-таки отвалятся первые лизинги и можно будет вздохнуть с облегчением. Осенью прошлого года все еще был дефицит на рынке грузовой техники, и найти подходящий для себя грузовик было не так просто. И как только появилась такая возможность и был дан зеленый свет от ВФС, мы начали поиски подходящего для себя грузовика. И нашли таковой в большой литовской компании. Это была Volvo 460 iSafe 2019 года с турбокомпаундом. Но прежде чем этот грузовик оказался у нас, необходимо было, чтобы Volvo Truck Latvia выкупили его у литовцев. И только после этого и после того, как мы оплатили первый взнос, этот грузовик оформлялся на нас. И то мы не являемся на данный момент владельцами этого грузовика, пока лизинг не выплачен, мы являемся всего лишь держателями. Продавец, то есть литовская компания, они давали гарантию на этот грузовик на 14 дней с момента сделки. И отчет этих 14 дней был не с того момента, когда он переоформлен на нас, а с того момента, когда Volvo Truck его выкупили на себя. А это занимает определенное время. И это, как оказалось, было очень большим риском для нас. Чек есть. И он не тухнет. 475 тысяч пробега. А не, потух. Скорее всего, появится по новой. Привет всем. Я нахожусь в Риге. Еду я в Шауляе. Сервис Volvo, что довольно-таки странно, потому что у нас в Риге есть сервис Volvo. Но еду я потому, что 3 месяца назад мы купили данный автомобиль. Он самый молодой в нашем парке. Наверное, самый дорогой, это точно. Оказалось, 15 дней после покупки, когда машина поехала грузиться уже с грузом, дали нагрузку, то выявился дефект. Он связан с системой АГР. И вот уже 3 месяца мы пытаемся эту историю решить. Пока еще как бы с нами ведет диалог продавец. Хотя по договору 14 дней у нас было на заявление каких-то дефектов. Но тут довольно-таки спорный вопрос, потому что казалось, когда уже начали углубляться в эту историю, когда мы ее покупали, эта ошибка, она не была активна. Она была в истории, но она не была активна. Но потом, когда она начала по новой вылазить, выяснилось, что летом она очень много раз появлялась. И уже когда мы загнали машину в сервис здесь в Риге Volvo, выяснилось, что туда лазили, там были сломаны болты и так далее. Я сейчас поеду уже 4-й раз в сервис, который нам организует продавец. Мы были 1 раз у них в сервисе, тоже в Литве, тоже в Шауляе. 1 раз мы были в Бельгии. В Бельгии они сказали, что у них нет нужного оборудования, когда мы там полдня были. Ну и 3-й раз мы заезжали к дилеру Volvo в Голландии. Но там уже как бы готовы были все решать, ремонтировать, но мы не успевали, потому что диагностика там заняла полдня. У нас была очень важная загрузка взята, поэтому мы поехали грузиться. 4-й раз. Дай бог, уже последний, уже все знают, уже и дилеры Volvo все знают, что и как. Ну, почему так долго решается, потому что все хотят идти, наверное, самым легким путем. Хотя при диагностике в Риге там было четко расписан мануал, что надо делать. И вот то, что, скорее всего, надо делать, это занимает день и стоит довольно-таки, немалых денег. Добрался я до Шауляя, на голове ехал. Ну так, дорога вроде ничего, но кто знает, кто ездил из Риги в Шауляе, из Эллы, из Елгавы, знаю, что там такие моменты есть, что 50-60 только машина прыгает, как сумасшедшая. Конечно, могли и в Риге это делать они, но продавец ни в какую. Стал в позу, только в Шауляе.
После первой загрузки, когда выбил ошибку по ЭГР-системе, нужно было принимать очень быстрое решение о том, что делать. И слава богу, мы грузились в Эстонии, была возможность заехать в Ригу на Вольво, чтобы посмотреть. И там нас шокировали, обрадовали тем, что, скорее всего, придется менять ЕГР-кулер, это примерно 5, а также тем, что люфт на турбине. И чтобы машина хоть как-то смогла поехать в рейс, пришлось поменять еще и диффузор. Диагностика плюс замена обошлась нам примерно в 1000 евро. И радость приобретения этого грузовика заиграла совсем другими оттенками. В воздухе запахло жареным. Запахло очень большим попадосом. К этому еще можно добавить тот момент, что когда разговаривали с логистикой о дополнительной машине от нас, они выдвинули условия, что готовы взять дополнительный грузовик от нас только в том случае, если мы опустим цены на все грузовики, которые под ними катаются, таковых уже 5. Скрипя зубами, пришлось соглашаться. Ну а дальше началось очень длительное общение с продавцом, которое не сразу у нас заладилось. Доброе утро. Да, здорово, здорово. Будет у тебя пару минут помочь мне разобраться, как вести мануальный ввод, чтобы я был бы в законе? Будет. Да? Ну что мне надо делать? Вот я папилденат вставил, да? А просто у тебя тахограф немножко отличается. Я думаю, не сильно. Ну хорошо, у меня появились кроватка, даты. Что мне надо делать? Набери мне сейчас по видео. Ну хорошо, давай. Тахограф видите. Ну камеру просто. Видишь? Да. А справа покажи, какие кнопки у тебя. Ничего нету. А стрелочка вверх-вниз что делает у тебя? Ну, меняет этот вот. Окей, ладно, здесь выбирай тогда назад сделай еще раз. Так, здесь выбирай, получается, конверт ставь. Окей. Нажимай окей. Да, здесь дату можно менять. Здесь выбирай. Да, здесь меняешь дату. Когда я начал ехать? Короче, час, чтобы до Риги добраться. Тебе надо поставить там 10.02, 24, там 10.00. 10 поставить, 14. Да. Окей. И здесь надо тебе выбрать. И тут 10, да? И здесь 10, да, типа там час с копейками ты добирался до Риги. Да, окей. Кроватки, да. Теперь у тебя здесь кроватка, да, только ставь А, времени 8.40. понял, сейчас, да. Да, Там 7 меньше. поставь. Угу. Только конвертики поставь. Да, 6.40 я поставлю. Окей. А, не, вот да, до 6.40 это у тебя были кроватки, Да. окей. Окей. И сейчас здесь ставь Конвертики. Да, до этого времени. Окей. да, и все. Сакон Валстелта. Да. Я. Ну все получается. Ну ясно, ладно. Буду ехать дальше. Давай, спасибо большое. Давай. Давай, пока. Забрал машину, поеду в Ригу. Поменяли кулер. Поеду сейчас в Ригу. Еще надо поменять резину ей заднюю, потому что там тоже стоит наварка. Купили ее с наваркой. 3 месяца прошло, наварка начала отходить. Поэтому надо поменять, чтобы уже спокойно ездить. Но и осталось сделать, наверное, еще поставить кондиционер. Стояночный, а так машина полностью готова. Ладно, надеемся, все исправили и история эта закончилась. Но на этом приключения не закончились. Когда машина была во Франции, была попытка слива топлива. Но слава богу, что перед рейсом мы успели поставить линейки от Мапона в баке, а также подключить сигнализацию на случай слива топлива. И на мой взгляд, это спасло. О том, как работает эта сигнализация, был отдельный ролик примерно год назад, так что можете его посмотреть. Но также многие спрашивают, зачем линейки в баках, если компьютер машины показывает и расход, и остатки. Отвечу, линейка показывает фактические, то есть реальные цифры, а компьютер показывает теоретические, по формуле. И разница между реальностью и компьютером может быть большой. Я жил под Ригой, Латвии, а тягач я оставлял и забирал в Литве. Я не очень часто катаюсь на грузовиках, и с мануальным вводом я знаком в теории. Но сегодня, правда, при онлайн-помощи Паши, я делал это сам. Ну и вот сейчас в тахограмме я хочу проверить, все ли получилось правильно. Ну да, вот 10-го, когда я выбрал чип в Литве, да, все, появились конвертики. Когда я на маршрутке возвращался в Ригу. Так, смотрим дальше. Ну вот, всю неделю я ничего не делал. И вот, да, вот 16 числа, да, утром я сажусь на маршрутку и еду в Литву. И вот уже смена начинается
Правильно. И она начинается, вообще время надо считать с того момента, когда я сел в маршрутку в Литве. В Латвии, извиняюсь. Вроде все правильно. Кстати, тахограмм можно скачать любой по ссылке в описании. Какой итог хочется подвести в конце этого ролика? Наверное, хватит уже возиться со старыми бэушными грузовиками. Наверное, пора переходить на новые грузовики. Может быть, хоть с ними наконец-таки получится зарабатывать. А с этими все, что зарабатываешь, отдаешь на обслуживание и на ремонт.